Здравствуйте, друзья! Канал Masters of Body сегодня в меньшинстве снова вас приветствует. И тема сегодняшнего выпуска – БАДы или стероиды. Такой вопрос вы нам часто задаете. Стоит ли принимать БАДы вместо стероидов, заменят ли они действие стероидов или наоборот. Они настолько слабы и неэффективны, что лучше небольшой курс стероидов, чем БАДов. Сегодня мы попробуем в этом разобраться, но поначалу, как всегда, ответ на ваши вопросы, которые вы нам любезно присылаете, особенно которые были присланы после последнего нашего выпуска. И один из самых, наверное, часто задаваемых вопросов, которые вы задаете после просмотра выпуска, который был посвящен различным препаратам, их плюсам, минусам, стероидным препаратам, это, например, можно ли применять тот или иной препарат соло? Или я хочу попробовать кубик сустанона в неделю и 2 таблетки турика в неделю. Много это или мало? Или же примабаланс соло. Можно или не можно? Мне столько-то лет. Ребят, значит, смотрите. Все, что мы говорили вам ранее о действии препаратов на каждый человеческий организм, это остается в силе. Действие каждого препарата на каждый организм сугубо индивидуально. И не просто здесь и сейчас. То есть сегодня один препарат вам может заходить хорошо, качественно, а через 5 лет никто не знает, как он заходил. Это я к тому говорю человеку, который говорит, несколько лет назад он химичился, потом перерыв пару лет, чистый, вот сейчас зайдет или не зайдет. Точно так же в молодости один препарат может не заходить, например, в 30 лет, а после 40 он может наоборот, организм может его воспринимать. Поэтому мы на себя не возьмем такой ответственности, тем более удаленно, через пару коротких сообщений давать вам рекомендации. То есть, да, колите, будет вам счастье. Если вы хотите такую индульгенцию, вам надо кому-то более, наверное, менее ответственному подойти, и вам скажут, да, вперед. Любой дилер, который захочет вам это продать, скажет, что это классно и вы себе не навредите. Мы не возьмем на себя такой ответственности. Например, вот что касается, человек спрашивает по поводу тестостерона инантата раз в 10 дней. С одной стороны, да, разумно. Многие хейтеры скажут, что он через неделю уже будет провал и он не будет работать. Но с другой стороны, логично поберечься, чтобы не навредить выработке собственного тестостерона. Но, опять же, как на вас сыграет этот тестостерон, соло, инантат, не знаю я, тут про себя не знаешь, не то что сказать. Или вот сустанон, кубик в неделю, плюс турик, пару таблеток. Много это или мало? С одной стороны, вроде бы как немного. То есть нормальная, разумная дозировка, аккуратненькая, да, взбодриться, что-то набрать, подбиться. Но вот на своем грустном опыте скажу, лет 15 назад я долго не использовал тестостероносодержащие препараты. Ни тест, ни СУС, ничего подобного. И тут, по совету друзей, мне было 30 с чем-то, попробуй, мощная штука, классная, 1 кубик в неделю, серединку курса подкрепи. Ребят, он мне таким боком вышел, этот СУС, кубик, я весь курс себе перепортил. Как сказал мой знакомый доктор, скорее всего, на тот момент у меня был собственный высокий тест, и этот переизбыток, я не мог неделю сесть на место укола, я не мог, не то что нормально тренироваться не мог, на лавочке сидеть с гантелями, тем более выводить, тогда были большие веса рабочие, курс был смыт в унитаз. Но спустя 10 лет, после 40, опять попробовал, и вот тут он начал заходить. Скорее всего, как у любого человека живого, после 40 уровень собственного теста немножечко уменьшился, и тестостерон извне начал заходить. Скажу вам дальше, правдиво, не знаю, кто-то с вами еще поделится такой информацией, нет. Сейчас мне без 5 минут 48, и вот последние 2 года такие тяжелые препараты, как длинный тест, такие как СУС, они меня начали больше загонять в яму. Раньше я с нее выходил, она была недолгой, гормональная яма. Сейчас я чувствую его действие на себе гораздо сильнее, поэтому свожу вообще к минималкам эти дозировки. Возможно, стресс, война, кто его знает, совокупность факторов. Но то есть в течение вашей жизни действие одного и того же препарата может быть на ваш организм по-разному. Поэтому, когда вы принимаете решение, что принимать, в каком количестве и как долго, берите ответственность на себя в первую очередь, анализируйте реакцию вашего организма, ранее ваш опыт, и советуйтесь как минимум с тем человеком, который знает вас, либо ваш доктор, либо тренер, либо коллега по цеху, по залу, который вот именно знает, как вы тренируетесь, ваши возможности, и который сможет действительно посоветовать, поддержать адекватно. А на расстоянии онлайн, конечно, совет можно дать, но он будет, вы понимаете, как поход к гадалке, иметь именно такое действие, ни больше, ни меньше. Еще хочется обратиться к нашему постоянному зрителю. Он такой себе специфический человек, Балденона-ненавистник.
каждый выпуск нас смотрит, ненавидит нас за балдыно. Такое впечатление, что у него на этот счет какой-то триггер, но он постоянно с нами. Огромный респект, спасибо. Обещаем, если вы будете с нами, мы дадим вам еще много повода для хейта, вам будет с чего поржать. Еще хотелось бы поблагодарить всех наших зрителей. Благодаря вашей поддержке наш канал начал продвигаться. У нас появилась такая функция, как спонсорство, и появились первые спонсоры. Денис, Алина, София, мы вам благодарны, что вы с нами. Приглашаем также всех остальных стать нашими спонсорами, спонсором нашего канала. Это поможет нам быть еще более интересными для вас и делать для вас новые интересные видео. И переходим к основной части нашего выпуска. БАДы или стероиды, когда, кому, зачем. Итак, какие же добавки, какие БАДы можно считать, в кавычках, конечно же, альтернативой стероидам. Ну, ни для кого не секрет. Мы уже делали выпуск о спортивном питании, и там такую группу, так скажем, добавок мы назвали стимуляторами. Если посмотрите, Дима сделает ссылочку на этот выпуск. У нас там были, как сказать, витамины, то есть Health Line. У нас были стройматериалы, протеины, аминокислоты и тому подобное. И были стимуляторы. К ним мы отнесли тогда креатин, трибулус. Также сюда здесь сегодня мы добавили цинк с магнием. Ну и тут немножко витаминок вспомогательных, которые в принципе усиливают действие последних. И теперь мы разберем, действительно ли можно, в кавычках, или нельзя это считать альтернативой стероидам, кому и как они подходят, для чего и в какой момент их жизни. Сразу скажу, мы этот выпуск поделим на две части. Первую часть мы посвятим тем людям, которые никогда ничего не пробовали, потому что в первую очередь, конечно же, это будет интересно им. А вторую часть, очень спорную, посвятим, как сказать, ребятам, которые уже попробовали стероиды, фармакологию. И есть такая категория людей, которые категорически не приемлют этим добавкам, считают, что лучше маленький курс, чем подобные добавки, препараты. И выскажем по этому поводу свое мнение. Итак, начнем с первой категории. То есть представьте человек, который пришел в спортзал, начинающий спортсмен, занимается какое-то время. Проходит полгода-год, поначалу у него неприятие всего, так сказать, химического. К химии он относит и протеины, и креатины, и всему подобное прочее. Но не все мы, как говорится, одарены генетически. И вот он смотрит на своих коллег по цеху, у одних идет продвижение, растут результаты, растет мышечная масса, а у кого-то, ну как у меня было в молодости, мышечная масса, те же самые показатели все, силовые и прочее, не очень хорошо идут. И тут человек начинает задумываться, а как же улучшить свои результаты, но при этом не навредить здоровью. Собирает информацию, интересуется и все-таки приходит в раздел спортивного питания. И вот здесь, конечно же, на помощь, сразу забегая наперед, скажем, придут такие добавки, которые, ну уже сказал я, назвали стимуляторами, и которые позволят вот немножечко повысить свое плато, на котором вы остановились, позволят улучшить результаты тренировок и чувствовать себя лучше. Что мы, конечно же, подразумеваем под этими добавками и какие из них? Сейчас чуть поконкретнее. В первую очередь это креатинчик. О действии креатина мы уже говорили, сейчас чуть повторюсь. Дальше это трибулус, это, наверное, самая популярная связка, которая, в принципе, действительно показала себя, она действительно работает. И вдобавок к этому можно использовать цинк-магний. И сейчас его, вот мне повезло, хорошая добавка, сюда еще добавили ашваганду. Как правило, чем и отличаются все эти препараты, это наличием дополнительных веществ, дополнительных элементов, которые усиливают действие основного. В данном случае цинк-магний плюс ашваганда. Я его еще по совету, кстати, людей усиливаю работой D3. Это именно вот сейчас тот комплекс, который я принимаю в межсезонье. Трибулус. Здесь как бы простой, но мощный. 1300 концентрация. В принципе, достаточно 2 пилюль. Ну и креатин. Значит так, теперь немножечко поподробнее. Креатин, кратко напомню, насыщает вашу мышечную клеточку водой. От этого она становится более сильной и более выносливой. Трибулус участвует в работе, так сказать, стимуляции мужских, так сказать, половых функций. Не скажем, что у вас прям бешено поднимется тестостерон, но сперматогенез, да, улучшается. В принципе, немного, да, работа ваших функций мужских улучшается. Цинк, магний, в принципе, как и ашваганда, это больше такой адаптоген, который также будет улучшать вашу восстанавливаемость организма, что в свою очередь повлияет на работоспособность и улучшит, повысит ваши показатели. Так, следующий момент, наверное, вопрос, который интересует большинство, как я уже сказал, начинающих спортсменов. Чего же все-таки ожидать от этих добавок и какой результат у вас будет? Это очень правильный вопрос. Почему? Потому что если ваши ожидания изначально слишком завышены,
если вы ждете чего-то заоблачного. Соответственно, к вам может прийти очень сильное разочарование, и это послужит своего рода демотивацией к вашему дальнейшему росту над собой, так сказать, как спортсмена. Поэтому это не волшебная пилюля. И в принципе сравнивать его со стероидами будет не совсем корректно, не совсем логично. Поэтому слишком яркого эффекта, такого как от применения любого стероидного препарата, не будет. Вот. Не пытайтесь даже его поймать там, и почувствовать, что вот я стал сильным через неделю там, или через 2. То есть этот эффект не будет слишком быстрым. Но однозначно после употребления, допустим, данных добавок на протяжении там, заданного срока, назовем месяц-два, вы почувствуете эффект. Он таки будет заметным. Каким образом? Исходя из наших подопечных, которые нас также по нашим рекомендациям принимали, то есть 10-20 килограмм, это я уже так простым языком говорю, может прибавиться, как в силовых, например, в жиме лежа или в приседаниях. Единоборцы, наши товарищи, которые вели секции по единоборствам, после приема креатина отмечали улучшение выносливости, так как у них по несколько тренировок в день, и в каждой из этих тренировок они участвовали лично, то есть физически, не просто давали советы. Что еще? Соответственно, качество тела, результат также улучшается, увеличится после более тяжелых силовых тренировок. Естественно, плотность тканей будет больше. В общем, другими словами, это как органическое удобрение для вашей благодатной почвы, после которой ваше тело все-таки скажется. И еще очень часто замечают люди эффект после отказа от приема. То есть, казалось бы, организм мягко-мягко работает, все хорошо, но после какого-то времени, когда человек прекращает принимать эти добавки, все-таки чувствуется небольшой откат назад, и вот тогда вы понимаете разницу с ними или без них. И, соответственно, держится результат, который вы получите у всех по-разному. Как у любого человека, неважно, стероиды вы принимаете или БАДы принимаете, результат будет держаться у всех по-разному. Есть пару категорий людей, ярко выраженных. Одним тяжело набирать мышечную массу и растить силовые показатели, а другим тяжело худеть и сушиться. И вот как по-разному эти люди себя чувствуют в тренажерном зале, так по-разному и на людей будет действовать эти добавки. То есть у кого-то будет быстро спадать мышечная масса набранная, кому тяжело набирать. А у кого-то, допустим, кто подсушился, также обратно может быстро возвращаться жировая ткань. При возврате к былому образу жизни. Поэтому тут гарантировать никто не может. Но в сравнении со стероидами скажем, что если стероиды обладают ярко выраженными побочными эффектами, и курсы делаются желательно пореже и делать больше перерывы, то здесь наоборот. Побочных эффектов, о которых мы потом говорим, практически нет. Если можно сказать, вообще нет. Поэтому перерывы между приемами можно делать гораздо короче. И на протяжении года, то есть несколько циклов, опять же у каждого по-разному, повторяться, чтобы поддерживать себя в этой форме. Тогда будет более-менее ощутимый, адекватный, видимый результат. Теперь, естественно, назревает вопрос о вреде подобных препаратов, БАДов, витаминов. Что может быть, если объесться витаминов? Да? У вас будет нарушение обмена веществ. Как любой человек, который объестся апельсинов, его могут посыпать от переизбытка витамина С. Также любая добавка может повлиять на ваш организм. Какое это будет влияние, естественно, никто не знает. Например, креатин. Лично по себе скажу, когда я пил его, принимал, вот как сейчас в межсезонье, более 1,5 месяцев, после этой задержки воды у меня наблюдалась склонность к повышению давления. У некоторых да, у некоторых нет. Поэтому здесь, в принципе, просто отслеживайте свой организм. Если чувствуете, что начинает что-то подобное происходить, прекращаем принимать, даем рецепторам отдохнуть. Трибулус. В принципе, по нему нет каких-то замечаний, чтобы были побочные эффекты. Единственное, что организм привыкают рецепторы к любому приему, и надо будет делать перерыв хотя бы с той целью, чтобы дать рецепторам отдохнуть. Иначе вы просто будете выкидывать это все в никуда, либо слишком сильно придется повышать дозировки, а это опять же как переизбытку витаминов. То же самое касается цинк-магний. Единственное, про ашваганду почитал, порылся, так как эта добавка, она еще не так на нашем рынке сильно известна, и исследований по ней мало, и отзывов мало, хотя основные хорошие. Там тоже есть побочка в переизбытке, в передозировках, и до тошноты кого-то доводит, и еще до чего-то подобного, до сонливости. Поэтому есть рекомендуемые дозировки, если не ошибаюсь, там 125-250 миллиграмм. И поэтому здесь, кстати, в этой, она и указана, 200 миллиграмм. То есть это в том диапазоне, который в принципе не будет побочки вызывать никакой. Витамины, витамин D3. Также можно поиспользовать в межсезонье
хондропротекторы. Если все эти, назовем их так, адаптогены, все эти БАДы улучшить ваше состояние, то, соответственно, можно воспользоваться этим улучшенным состоянием, подпитанным, подкрепленным для восстановления также хрящевой и суставной ткани, что также в дальнейшем скажется благотворно на вашем тренировочном процессе. Еще один момент по компоновкам. Вы скажете, а как же вот, например, если девушкам или мужчинам, которые, опять же, не хотят набирать массу, хотят подсушиться, креатин заливают водой. Да, вы знаете, сюда в таком случае можно также поэкспериментировать, взять, например, L-карнитин. Хотя в выпуске о спортпите мы его к жиросжигателям отнесли, но перемещая ваши жировые клетки в наши митохондрии, да, выделяя дополнительную энергию, можно использовать его с этой точки как энергетик, плюс добавить трибулус, ну, конкретно мужчина, повысить таким образом силовые показатели, плюс немножко повысить свой энергетический баланс, что даст также улучшение качества тела, также даст повышенный тонус тренировочный и, да, возможно, приведет, естественно, к повышению силовых показателей. Ну, в общем, положительный эффект можно и так скомпоновать. Сейчас L-карнитина у нас нет, потому что никто из нас не сушится. Ну, принцип вы поняли. По большому счету, разбег, вариации достаточно большие. Единственное, чтобы избежать побочек, несмотря на то, что все это природно, что все это в принципе не вредно, исследуйте, анализируйте реакцию своего организма. Если чувствуете, что что-то не так, как минимум сделайте перерыв и потом возобновите. Так будет безопаснее, проще. И для себя уже вырабатывайте, если вы все-таки не хотите переходить на темную сторону, на бок стероидов, периодичность употребления добавок, да, спортивного питания в течение года можете выработать каждый свою. Кто-то по месяцу делает, назовем его так образно, курс, кто-то 1,5, а кому-то надо не меньше 2. Единственное, помните, рецепторам всегда нужно дать отдохнуть, как минимум для лучшего восприятия действующего вещества конкретного в следующий раз. Итак, друзья, переходим ко второй части нашего выпуска, где мы выясним, подходят ли БАДы, подходит ли спортивное питание для ребят, которые уже неоднократно пробовали фармакологию или там периодически на ней сидят, будет ли для них это полезно и в каком случае. Значит, есть категория подобных спортсменов, которые напрочь отрицают, говорят, что это все, скажем так, обман, мошенничество, и все это, например, после нашего выпуска о спортпите были такие отзывы, когда говорят, трибулус ни о чем, он не работает. Кто-то там отзывался еще о прочих добавках. И бытует такое мнение, что лучше маленький курс, чем на это все тратить деньги. Возможно, у каждого свой опыт. Возможно, кто-то трибулус не воспринял. Вот сегодня с нами нет Андрея, да, но точно знаю, что у него при его огромных курсах, особенно когда он много выступал, там, лет 10 назад, в межсезонье он постоянно использовал трибулус для улучшения собственных, так сказать, мужских функций. Он отдавал предпочтение аптечному, трибестану, болгарскому. Единственный человек, проанализировав возможности своего организма и его особенности, он употреблял, насколько я помню, большие дозировки, чем рекомендовано аптекой. Вот. И отмечал, соответственно, улучшение многих функций, не буду сейчас их озвучивать, вы понимаете, да, мужских функций, которые восстанавливались быстрее после серьезных курсов, после действительно серьезных больших курсов. То есть, в первую очередь, сейчас подведем маленький итог, это все хорошо работает в межсезонье. Если у вас действительно курсы небольшие, вы не сидите целый год под чем-то, под препаратах, меняя дозировки, у вас много-много соревнований, а, например, там курсик осенью, небольшое лето, межсезонье, вот, у меня, например, сейчас составляет почти 5 месяцев. Вот, я это все вот принимаю, использую, и не первый год уже так делаю. У Андрея, например, такие периоды раньше были меньше, сейчас тоже больше. У Димы вообще редко химичит, он еще чаще использует это для подкрепления. Да, Дим, скажи? Вот, он это дело систематически принимает. Да, без фанатизма, но это работает. И в принципе, как я уже сказал, все зависит от вашего желания. Если вы относитесь скептически к этому, естественно, вы не получите результат. Если вы понимаете, осознанно выбираете, да, этот набор добавок безобидных, в принципе, даже как эффект плацебо это сработает. Каких-то медицинских исследований, которые бы четко говорили, что трибулус повысил на столько-то единиц выработку тестостерона или еще, ну такого нет. Единственное, о чем мы можем говорить, это о собственном опыте, который мы опробовали на себе, и опыт наших подопечных. Поэтому работает ли? Да, работает. В межсезонье? Да. Дальше вопрос.
спрашивают во время курса или после курса, как быстро его начинать использовать можно и когда она заработает. Смотрите, да, все зависит от долготы курса и того, сколько вы в себя вкололи. Конечно же, если у вас работает тестостерон там, в огромном количестве, то трибулус там вряд ли пробьется через это. Если вы там наводнили себя с помощью там, метандростенолона, нандролона, то креатин туда то же самое, он как бы не будет эффективен, это будет просто перегруз вашего желудка и нервной системы. Поэтому чем больше перерыв между курсами, тем лучше. Чем больше вы почиститесь, тем лучше. Тогда вы как бы ощутите, да, эффект возвратный, который, как я уже сказал, как адаптогены улучшат общую работу вашего организма и помогут вам как бы восстановиться. Потому что, ну что такое курс? Это нагрузка на организм. И физическая, потому что растут нагрузки в спортзале, и химическая нагрузка на организм. И вот эти все витамины, добавки, они лишь помогут вам немножечко привести себя до более природных кондиций, нежели, ну, если они у вас были нарушены после употребления фармакологии. Ну вот основные элементы как бы мы с вами обсудили. Больше рассусоливать не вижу смысла. То есть кто для себя уже решил все, тот для себя решил. Кто сомневается, тот, я думаю, к нашим советам как-то прислушается. Однозначно, больше за, чем против. Это однозначно. Никому еще на нашей памяти реально это не навредило. Помогло ли людям? Да, большинству простых ребят, которые пришли в зал, которые так и не перешли на темную сторону, не начали употреблять стероиды, это действительно помогает чувствовать себя бодрее, чувствовать себя более сильнее, энергичнее, как бы и не изнашивать свой организм, потому что после определенных лет тренировок без ничего вы взрослеете, организм изнашивается, добавляется стресса везде, надо его чем-то подпитывать. Это тот небольшой набор. В принципе, вы можете добавлять еще и свое. Там есть аллергенин, там есть еще другие комплексы витаминов, мультиупаковки. То есть, изучая свой организм, можно добавлять. Поэтому больше за, чем против. Подходит ли это спортсменам, которые употребляют стероиды? В принципе, да, подходит. Особенно в межсезонье, особенно сгладить выходы с курса. Подходит, да, работает. Для всех или не для всех? Ну, опять же, как я уже сказал. Все организмы индивидуальны полностью. Любой препарат, любой витамин, любая таблетка на всех действует по-разному. В разное время дня, ночи, время года и в разное время вашего возраста, возрастной вашего дерева. Вот сколько вы себя как чувствуете, так оно будет и работать. В 30 лет это одно действие, а в 40 и в 50 совершенно другое. Поэтому изучайте свой организм, пробуйте, анализируйте реакцию, советуйтесь с докторами. Сдавайте анализы. Однозначно это будет плюс к вашему здоровью. Однозначно, да, это легкая, но все-таки альтернатива стероидам для тех людей, которые не хотят их пробовать. Пожалуйста, это сработает. Однозначно побочки не будет никакой, в принципе, которая бы могла радикально повлиять на работу вашего организма. Поэтому будете себя чувствовать лучше, здоровее, веселее. И результаты не заставят себя долго ждать. А канал Masters of Body благодарит вас за внимание, благодарит вас за вопросы, которые вы нам присылаете. Мы постараемся отвечать на них и дальше реагировать. Благодарим за обратную связь. Пожелаем здоровья нашему товарищу, выздоровления Андрею. С вами был Masters of Body, я Дмитрий, и до новых встреч.